Приветствую тебя, Галактика! Все вы знаете, что Империя начала свое падение после битвы при Эндоре и гибели Императора Палпатина и Дарта Вейдера. Но за недолгие годы своего существования Империя несколько раз подвергалась риску уничтожения. Сегодня я расскажу вам о том, как в первые месяцы существования Великая Галактическая Империя и ее правитель Император Палпатин могли погибнуть, и как их спас Дарт Вейдер и верные слуги Империи. А перед началом прошу вас поставить лайк этому видео, этим вы сильно поможете в развитии моего канала. Все случилось через несколько месяцев после рождения Империи, когда имперскими штурмовиками были клоны, не все бывшие мирореспублики подчинились Империи, а первая звезда смерти еще только строилась. На Корусант прибыли тысячи кадетов из разных филиалов Имперской Академии со всей галактики, готовясь стать офицерами. Впереди была речь главы Академии, директора Гентиса, а почетными гостями были правители Империи Дарт Исидиус и Вейдер. Среди курсантов был Лаурита Том, парень, который подавал самые большие надежды. Он беспрекословно подчинялся приказам, наизусть знал устав и все боевые и штабные протоколы, обладал острым умом и хитростью. После речи директора курсанты отправились на праздничную вечеринку в окружении прекрасных дам и вкуснейших яств и напитков. И в ночь празднования после вечеринки все курсанты, которые только что прибыли из имперских академий, подняли восстание, а их главными целями были императорский дворец и сам император. И только один лейтенант Лаурита Том из-за его безоговорочной преданности империи не был посвящен в заговор. Причина была проста, но серьезна. Лидер заговорщиков, директор Гентис, устал терпеть гибель своих, как он их называл, сыновей в бессмысленных сражениях и на тренировках. Корусант пылал, сотни имперцев были убиты, а заговорщики уже вели бой с клонами на ступенях императорского дворца. Лаурита Том, добравшись до поля боя, взял на себя командование, но заговорщиков было слишком много, и у клонов не было шансов. Но если свои силы против защищавших дворец клонов бунтари оценили верно, то они не приняли во внимание один факт – императора защищал Дарт Вейдер. Оттеснив нападавших, Вейдер и лейтенант Том проследовали во дворец, внутри которого уже был распылен смертельный вирус Аорт-6, который превращал легкие в жидкость и начинал разъедать тело изнутри. Шансов выжить без средств индивидуальной защиты не было. Вейдеру газ был не страшен из-за его дыхательного аппарата в шлеме, а лейтенанта спасла дыхательная маска. У императора не было ни того, ни другого, но темная сторона силы спасла его от ужасной смерти, но вирус все равно сильно повредил легкие императора. Поместив его в медкапсулу и укрыв в крипте, Вейдер и лейтенант Том стали думать, где укрыться, ведь отныне ни одна имперская система не могла считаться для них безопасной. Но в галактике все еще были места, о которых практически никто не знал. И об одном из таких мест и вспомнил Дарт Вейдер. Во время войн клонов джедаи помещали опасных преступников в скрытую тюрьму, о которой не знал никто, кроме Совета джедаев. Ее называли «Призмой». В своем отчете позже лейтенант Том назвал ее «Тюрьма-призрак». Внутри находились те, кого после окончания войны ждал справедливый суд. Получив координаты из записей в храме, Вейдер и команда отправились в систему Диап, а пока они летели, глава заговорщиков директор Гентис ждал прибытия на Корусант Гранд Моффа Таркина, которого планировал ликвидировать по прибытии. Прилетев на Призму, Вейдер и команда нашли там джедая Часового, девушку, которая находилась там еще со времен войн клонов. Она не знала о том, что война закончена, что республика пала и что ордена джедаев больше нет. Герои так и не узнали ее имени. Император был помещен в медицинский отсек, ресурсы которого позволяли стабилизировать состояние императора и спасти его от смерти. Из отчетов следовало, что в тюрьме находилось 208 опасных преступников, больше половины из которых арестовал сам Энакин Скайуокер. Мощь Вейдера была велика, но подавить мятеж собственными силами было невозможно, поэтому было решено освободить заключенных, заставив их сражаться за право на жизнь и свободу. Выжившие в бойне поклялись в верности империи. Среди них были серийные убийцы, темные джедаи и генералы Конфедерации независимых систем. Из базы данных тюрьмы Призма команда Вейдера получила записи о гиперпространственных маршрутах, ведущих на Корусант. Пришло время покончить с восстанием.
Тем временем директор Гентис построил своих подопечных для торжественной встречи Гранд Моффа Таркина на Корусанте. Гентис лично поприветствовал Таркина, после чего Гранд Моффа схватили, а лидер заговорщиков посвятил его в свой план. Но Таркин, похоже, совсем не был удивлен и не напуган угрозой смерти. А все потому, что Дарт Вейдер, лейтенант Том и самые отпетые негодяи галактики, пройдя между гиперпространственными маршрутами, успели перехватить корабль Таркина и предупредить его. Они скрылись в отсеках его корабля, а когда пришло время, вся мощь Вейдера и освобожденных заключенных была обрушена на предателей. Так и закончился бунт. Дарт Сидиус был спасен, а Империя стала еще сильнее и беспощаднее к тем, кто не покорялся ее мощи. Спасибо за просмотр, и да пребудет с вами сила.